Теперь у меня еще есть карточка и богатырь на автобус. Держу путь в парк Хай-Медуке. И автобус туда отправляется с северного терминала. Не очень я тоже поняла, как до него добраться, но один добрый молодой человек мне подсказал, сказал: следуй за мной, я тебе укажу верный путь. И вот еду по терминалу. В общем, автобусы до города Сипакера, где находится Соляной храм, они получаются как бы в конце терминала. Автобусы до парка, они в начале терминала. Вот. В принципе, там все подписано, что докуда идет, так что заблудиться сложно. До парка еще, конечно, дойти надо. Он типа как на двух территориях получается. Пока я шла, там было так безлюдно, что я думала, что я опять что-то сделала не так, хотя всю инфу проверила в интернете. Но тут дети, детские голоса. Кстати, по выходным открыто больше аттракционов, как-то так, и поэтому цена выше 45 тысяч. Ну и всегда можно взять билет за 34, что мы и сделаем. Итак, я в парке. Это копия Тадж-Махала, кто не узнал. И памятник Богу, символизирующий его руку, держащий наш мир. Там детская зона. Хай-Медуке был пилотом. Видимо, поэтому здесь этот самолетик. Я залезла на фонтан Минотавра. О, какой красавец! Это внутри здания Тадж-Махала. На втором этаже начинается история Колумбии. Вот, по винтовой лестнице. Тут такая циклорама. Этот зал называется «Маленькие гиганты». Да уж. Жутковатый, конечно, зал. Со всякими насекомыми. Памятник национальным героям. А тут, так скажем, национальные символы. Музыка, деревья, кондор, цветочек, орхидеи, спорт. И сейчас пойдем, где представлены культурные
монументы. Есть такой средневековый замок, но туда пускают только, когда наберется определенное количество людей. Потому что, типа, одному там нельзя быть. Там с аудио, все тебе рассказывают, показывают. Но ждать, когда кто-то добредет до туда, не могу. Поэтому посмотрим, что в этом павильоне. В этом павильоне представлены птички. Авиариум. И растения, в общем, флора и фауна разных регионов. Такие как зеленый, это, видимо, Амазония. Смотрите, какие желтенькие. Попугайчики вот кричат. В общем, разные птички здесь. Музей человека. Что вроде как сокровище мира. Какая тут красота. В общем, здесь показывается, рассказывается все этапы создания планеты, галактики, эволюции. Вот моя самая любимая. Превращение Homo sapiens. А вот и наша Москва. С когда-то Белым Кремлем. Какая ужасная ошибка, назвав Санкт-Петербург, что сейчас он называется Ленинград. Бегство Наполеона из России. Стэн Жюль Верна. Интересно. И Зигмунд Фрейд. Жуть на жути. И соседний зал – это костюмы мира, народов мира, так, наверное, можно сказать. И Ксюшка. И еще здесь по совместительству королевство кривых зеркал. А здесь разные Барби. Тут я смотрю лицо знакомое. И Скарлетт О'Хара. А это китайский Новый год. Кения, Мексика, Германия, Голландия. Звуки музыки. И вот опять немножко нашей Россиюшки. Парк динозавров. Тут еще их следы. Можно по ним лазить. А внутри динозавра еще динозавры. Ай, так скользко. Впереди ожидает 7 чудес света. Это, как понятно, Колос Родовский. Сады. Зевс. И куча школьников.
Александрийский маяк. Египетские пирамиды. О, это что-то не пойму. Что-то для меня неясное. Тумбе де Молосо де Карнасо. Мавзолей какой-то. Что такого не помню. Вот храм Артемиды. Египетские достояния искусства. Тутанхамон и Нефертити. Что я не думала, что столько Египта в чудесах света. Тут еще есть что-то вроде парка развлечений. Здесь обезьянки обитают. Это так мило. В хвосте листочки принес. Наши любимые львы. Очень хорошо видно, но там лежит бегемотик. Тут, кстати, страусы бродят. И бегемотик. Вот еще один отдыхает. Мимо не прошла бизона. Высоко-высоко запихнули кондоров. Вон они там. И также вот здесь живут пумы. Кися. Какая благодать. Здесь снова обезьянки. И тут тигруля. Сколько фламинго там. Еще одна часть парка, Карибская. Здесь всякие рептилии обитают. Еще один питон. Как будто только что поел. Такой жирнючий. Как будто еще одного питона съел. Офигеть размеры. Малыш оцелот. Только что сладко потягивался. Здесь корабль-музей. Кордова. Очень крутой парк. Мне прям понравился. А сейчас попробуем совершить марш-бросок до соляного собора Зипакиру. Водитель автобуса мне сказал, что нет автобусов, которые уходят до собора. Можно ехать на такси за 5000. Я подумала, ладно, как бы не такие большие деньги, еще и сэкономлю время. И потом я посмотрела пешком. Всего полчаса идти, так что обратно могу вернуться пешком. И вполне, я думаю, успеваю посмотреть собор, все такое. Билет просто дорогущий. Ну вот я захожу в соляные подземелья.
тут загораются флаги в алфавитном порядке. Вот здесь такой крест. Считается, по-моему, самым большим подземельным крестом. Тут оказывается вообще не один крест. Вон там дальше еще один. В общем, их просто море этих крестов. Так понимаю, они символизируют каждый там момент Библии, в общем. Еще аудиогидом. Вот этот очень красивый крест. Еще с своим отражением. И музычка. В общем, я поняла, каждый крест символизирует Иисуса и этапы его жизни. Потому что вот на этой станции говорится о том, что Иисус лежит в своей гробнице. И вот, собственно, эта часть креста, которая лежит, как я понимаю. И это купол храма с мраморным полом, чего, конечно же, не видно. А так все из соли. И вот здесь сталактиты. И вот он там виден, вот этот самый крест, который самый большой под землей, 16 метров. Сори за дезинформацию раньше. Вот он, этот крест. Статуя архангела, хранителя этого собора. И здесь очень крутая акустика, как говорится. Тут и хор поет. Храм-то действующий, только без своего епископа. А здесь считается главный вход в храм и 3 пути, которые люди выбирают, чтобы войти, в зависимости от тяжести твоих грехов. Честно говоря, не помню, что какое значит, поэтому выберу среднее. Какая красотища! Вау! Супер! Очень красиво! Все так величественно. И вообще обалденный собор. Очень необычный. Здесь водное зеркало. Вон она я. Тут еще есть такая тема, как прокатиться в этих вагонетках, как шахтеры, когда они рыли все вот здесь, добывая соль. Но это отдельная, за отдельную плату. Билет стоит 57 тысяч. Уж за такие деньги могли бы и прокатить вагонет, показать взрыв. То здесь есть еще кинотеатр. Но следующий сеанс через 22 минуты. Я думаю, что дождусь. Хотя вот он включен. Стоимость билета, насколько я знаю, там показывают кино про этот собор. Но вообще я довольна посещением.
Дорого, богато. Мне понравилось, очень красиво. Главная площадь городка. То, что я сейчас хочу, это поесть и выпить. В общем, денек мой закончился просто невероятно. У меня неожиданно закончились деньги. Now. Я вообще веду учет всех своих трат, записываю, чтобы понимать, сколько у меня там денег осталось, все такое. И после вот этой вот огромной неожиданной траты в соляном соборе, потому что я реально не думала, что входной билет в собор может столько стоить, я посмотрела, вроде у меня еще нормально денег остается. И иду такая, пешочком я, значит, пошла от собора. Иду такая, увидела, он продается мороженое, думаю, съем мороженое, мороженое захотелось. Тут оно очень вкусное в Южной Америке. Вот. Я такая выбрала себе мороженку, залезаю себе в карман, чтобы расплатиться, и понимаю, что у меня катастрофически мало денег. Просто где-то 5000 осталось. Я такая думаю, в смысле? По моим подсчетам у меня должно было быть гораздо больше денег. И потом я понимаю, что я просто забыла ввести в расходы билет в парк, в Парк-Дюке. И я такая как бы, сори, я остаюсь без мороженого, иначе я вообще никуда не уеду, потому что у меня денег 5000, это вообще ни о чем. И я вообще совершенно в другом городе. Так немножечко я на панику подсела. Вот, прихожу к терминалу, спрашиваю у водителя автобуса, сколько стоит. Ну, там, короче, больше 5000. Я такая, блин, говорю, у меня денег нет. Вот, он, ну, как бы, сколько есть? Я говорю, около 5. Он говорит, как бы, ладно, довезу за эти деньги. Ну, там, получается, чуть меньше 1000, скидочка, так скажем. Вот. Спасибо добрым людям просто. Значит, думаю, ладно, довезут меня до Боготы, хотя бы я уже буду в городе, и там уже будем соображать, что делать дальше. Потому что я, сумку даже с собой не беру, самое необходимое с собой по карманам, как бы, и пошла. Естественно, у меня с собой ни карточки, ничего. Значит, приезжаю я к терминалу, а там, чтобы выйти из терминала, нужно расплатиться тоже как бы проездным, который я покупала утром. Денег нет на проездном тоже. Там 200 всего песо осталось, что вообще ни о чем. Вот. Я подхожу, спрашиваю, говорю, как мне можно выйти, если у меня нет ни карточки, ни денег? Ну, как бы не торчать же мне в терминале, как бы, что вообще за бред? Вот. Мне говорят, никак, нужна карта, там еще что-то, попроси кого-нибудь пропустить. Я думаю, ну, конечно. Я там попыталась с кем-то пройти, но у всех тоже там ограниченное количество там денег на карте, и как-то тоже напрашиваться немного странно. Ну, короче, в итоге снова жалобный взгляд, полный слез, вот, и меня пропустили просто так. Значит, выхожу я в город, думаю, единственное верное решение – это найти Wi-Fi и заказать себе Uber. И не важно, сколько это будет стоить, потому что по карте мне показывало, что пешком идти 5 часов. Это, мягко говоря, очень много. Вот. И, значит, я с терминала иду, пустота. Ни отелей, ни хостелов. Встречаются только какие-то забегаловки без Wi-Fi. Я думаю, май гад, что делать? Вспомнила, что есть городской Wi-Fi. Подключаюсь к городскому Wi-Fi, связь ужасная. Иду дальше. Я даже не знаю, сколько я шла. Вот. Потом я поняла, что городской Wi-Fi, он же идет от остановок общественного транспорта. Думаю, надо просто подойти поближе к остановке.
И тут наконец-то все нормально, словился Wi-Fi, заказала я Uber, а телефон садится, остается 4%. Я думаю, боже мой. В общем, просто вот на волоске, на последний, не знаю, телефон еле дышит. Такси вышло тоже недешево, но хотя мы ехали чуть ли не 1,5 часа, поэтому нормально. И поэтому, я думаю, пешком действительно бы я шла часов 5, если не больше, еще там дождик накрапывал. В общем, наконец-то я приехала в хостел, денег нет, вообще абсолютно. Как так вообще? Я в шоке сама себя. Но главное, я здесь пошла как раз ресторанчик при хостеле другом. Там весело, вкусно, вчера там тоже ела. Вот, и можно расплачиваться с карточкой, поэтому я не голодная. И, в общем, утро вечером мудренее. Посмотрим, что завтра, стоит ли мне менять деньги, либо я обойдусь с карточкой, потому что завтра вечером уже в аэропорт. И это печально, просто слов нет, насколько это печально. И вообще-то собиралась сегодня пойти потусить, типа пятница, последний вечер, последняя ночь в Алатаме. Хотела оторваться, а сил у меня вообще нет, потому что вот это приключение, денег нет, доберись до богаты до своего хостела, оно меня немного вымотало. Вот так вот. Ну, будет день, будет пища. Посмотрим, как оно будет завтра.